Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. Меня зовут Анжелика, и в этом видео покажу вам, как сшить вот такой вот невероятно милый домашний костюмчик из старой ненужной рубашки. В идеале шить из большой мужской рубашки, это во многом упростит вам жизнь, но если ваша рубашка примерно такая же по размеру, как моя на видео, то не переживайте, в дальнейшем я покажу вам, как я вышла из такой ситуации, потому что мне не хватало ткани на заднюю половинку шортов. Свои шорты я решила сделать вот с таким вот фигурным краем, не делать их просто прямыми, и решила оставить вот такой вот край, как на моей рубашке. Итак, теперь приступаем к работе. Что нам понадобится первым делом? Нам понадобится выкройка наших шортов. Что же вы можете сделать в этом случае? Вы можете взять свои домашние какие-либо шорты старые, либо спортивные, и просто их обвести переднюю половинку и заднюю половинку. Если же вы умеете моделировать, то можно взять базовую основу женских брюк и немного поиграться с ней. Можно добавить объема по линии бедер, немного можно по линии сидения, и также можно распрямить боковой шов. Я приложила выкройку на рубашку, чтобы посмотреть, сколько мне примерно не хватает, что я могу для этого сделать, какие части распороть или какие мне кусочки нужны, чтобы надставить. Если у вас такая же маленькая рубашка, то вы можете сделать то же самое. Я решила, что задняя половинка моих шортов будет состоять из двух половинок. Вторую половинку я буду выкраивать из рукавов рубашки. От примерно намеченных линий я отступила пару сантиметров и разрезала свою рубашку, чтобы в дальнейшем мне было удобнее кроить и смотреть, какие кусочки мне нужно надставить. Итак, сзади я разрезала пополам. Как вы видите, я отпорола пуговицы, распорола борт, все это хорошо отпарила, и у меня добавилось как раз пару сантиметров, которых мне так не хватало. Поэтому передняя половинка у меня получилась целая, и мне не пришлось надставлять какие-либо кусочки. На своих шортах я решила сделать имитацию гульфика, можно делать без него. На лекалах у меня его не было, поэтому я нарисовала прямо на ткани, добавила сантиметровые припуски и вырезала. Теперь вернемся к задней половинке наших шортов. Как вы видите, мне не хватает довольно-таки большого куска, поэтому я разделила примерно пополам заднее полотнище, и вторую часть я буду надставлять из рукава. Я выровняла срез рукава, чтобы он был четко по долевой линии, и пошла пришивать к нашей первой половинке задней части наших шортов. Данный срез я решила обработать французским швом, чтобы лишний раз не доставать оверлок, но можно обработать на верлоке. Чтобы обработать французским швом, нужно сложить две детали изнаночными сторонами внутрь, далее сколоть и стачать. После этого нужно срезать припуски, оставить примерно 3-5 мм. Далее нужно отогнуть детали на изнаночную сторону, оставив припуски внутри. После этого нужно все расправить и заутюжить. Далее нужно проложить строчку, отступив от сгиба примерно 1-2 мм больше оставленной ширины припуска. То есть, если мы оставили припуск 3 мм, то мы прокладываем строчку от сгиба примерно 5 мм. То есть наш припуск будет застрочен внутрь. Можно оставить так, можно заутюжить припуск и проложить строчку, просто чтобы этот припуск не болтался. Вот так вот получилось, теперь я могу спокойно обвести заднюю половинку шортов. Теперь нам нужно стачать шаговые швы. Срезы я обработала также французским швом. Теперь одну половинку мы выворачиваем на лицевую сторону, другую оставляем на изнаночной стороне, и ту, которую мы вывернули на лицевую, вставляем в другую. Совмещаем шаговые швы и стачиваем наши половинки вместе.
После того, как мы проложили строчку, обрабатываем наши срезы на верлаке. Далее нам нужно заутюжить наш гульфик и на лицевой стороне наметить строчку, которая закрепит наш гульфик. Припуск среднего шва я заутюжила на одну сторону и проложила декоративную строчку на расстоянии 1 мм. Теперь нам осталось пришить только пояс. Так как рубашка была мне изначально маленькая, пояс мне пришлось сделать из 4 составных полос. Длина детали пояса будет равна длине равную верхней линии шортов, а ширина будет равна двойной ширине резинки плюс по сантиметру с каждой стороны на припуск. Наш пояс складываем пополам и прикалываем к верхней линии наших шортов. Стачиваем и обрабатываем срез на верлаке. Теперь нам понадобится наша резинка. Чтобы рассчитать длину резинки, нам нужно замерить резинку на талии. Она должна сидеть достаточно плотно, но комфортно для вас. Забыла сказать, что в поясе нам нужно оставить небольшое отверстие, чтобы протянуть нашу резинку. Итак, протягиваем резинку. Края резинки настрачиваем друг на друга. Зашиваем небольшое отверстие, и в целом наш пояс готов. Но на своих шортах я проложила строчку от верхнего края пояса, чтобы зафиксировать резинку и чтобы она там внутри не перекручивалась. После этого нам нужно подшить низ наших шортов. В конце я пришила свой небольшой логотип и пуговицы на гульфик. Вот такие вот милые шорты у меня получились. Но это еще не все. У меня остался небольшой кусочек рубашки и пару обрезков. Я очень долго думала и решила сшить себе еще и топ на резинке. Прошу меня простить, но я не буду объяснять, как шить данный топ, потому что я шила его по наитию и сама не знала, каким он в итоге получится. Итак, на этом все. Я надеюсь, у вас получатся замечательные, милые домашние костюмчики. Пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки, писать в комментариях, получилось у вас или нет. Также, если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я обязательно отвечу. Я с вами не прощаюсь, так что до новых видео!